Всем привет! И сегодня у нас спецвыпуск, потому что у этого котика день рождения. Ему исполнилось 7 лет. Птица. И сегодня мы сделаем для Матюши несколько тортиков. Тортики для него будут сюрпризом, соответственно, будем делать без него. А он уже будет выбирать, какой ему больше понравится. А еще в конце мы посмотрим детские видео Матюши. Он тоже этого не знает. И чтобы поддержать наш канал, обязательно поставь лайк этому видео и напиши комментарий. Спасибо большое за поддержку. И погнали готовить. Матвей заслуживает только самых лучших и полезных тортиков, поэтому начнем мы с лосося. Тортик из стейка лосося. Котам вообще нельзя жирную человеческую еду, поэтому сегодня все натуральное, вареное и без специй. Филируем наш стейк. Для этого аккуратно срезаем мясо со шкурки ножом. Тут важно не оставить на шкуре лишнего и при этом не порезать ее. Теперь вытаскиваем из мякоти все кости. Проще это делать специальным пинцетом, но я его потерял, поэтому мучаюсь руками. В итоге получается идеальное лососевое филе. Вообще для филировки проще использовать специальный филировочный нож. Он такой тонкий и гибкий, но при его отсутствии обходимся тем, что есть. Рубим рыбу на средние кусочки, чтобы быстрее проварилась. Кстати, лучше не оставлять ее надолго в тепле, поэтому после того, как нарезаем, убираем в холодильник. А пока берем одну морковку, хоть нам и понадобится пара маленьких кусочков. Отрезаем края и счищаем кожуру. Режем на маленькие кубики, меньше чем рыба, так как иначе проваривать ее придется дольше. Берем яромиры и на средний огонь ставим кастрюльку. Наполняем ее кипятком из чайника, так не придется долго ждать закипания воды. В кастрюльку закидываем морковку и рыбу. Рыба сварится минут за 5. После этого вытаскиваем ее, а морковке нужно будет чуть больше времени. Также оставляем немного бульона, он пригодится чуть позже. Кладем рыбу на разделочную доску и мелко режем, почти в фарш, чтобы из нее можно было что-нибудь слепить. Лосось настолько мягкий, что тут даже не нужно особо стараться. Она сама распадается на волокна. Интересный факт. Мэтти никогда не ел рыбу. Тут два момента. Во-первых, питается он своим сбалансированным кормом, а во-вторых, он ее даже никогда не просит и не проявляет интереса к ней вообще. И теперь рубим морковку. С ней все чуть сложнее, чем с рыбой. Но овощи очень полезны, поэтому стоит немного добавить в рыбку. Рубим ее почти в пюре с сохранением текстуры. Высыпаем лосось и морковку в одну миску. Отдельно смешиваем пару ложек бульона с крахмалом и выливаем к ним же. Теперь тщательно все смешиваем в однородную массу. Для формирования тортика используем форму в виде сердца. Специально для лучшего в мире котика. Заполняем сначала дно и хорошо трамбуем, чтобы не развалилось. И уже дальше заполняем примерно до половины. И тоже слегка приминаем ложечкой. И готово. Лососевый тортик готов. Убираем его в холодильник и приступаем к следующему. Второй тортик — это полностью безопасная выпечка, без масла и сахара. Такой супер ПП вариант кексика. Сыпем в миску 100 грамм овсяных хлопьев и добавляем к ним один банан. Часть хлопьев можно перемолоть в муку, чтобы получилось более плотное тесто. И разминаем банан вилкой, потихоньку смешивая с хлопьями в одну тестообразную массу. Вот что-что, а выпечку Матюша очень любит. Хоть и почти никогда не получает, потому что нельзя. Поэтому я на 90% уверен, что этот торт будет его фаворитом. Как все смешалось, заполняем форму для кексов. Я взял силиконовую, так как ее не нужно смазывать маслом и тесто к ней не прилипнет. Делаем корзиночки. Для этого тестом заполняем дно формы, а вторую порцию теста распределяем по стенкам, прямо руками. Корзиночки нам нужны для того, чтобы потом их заполнить начинкой. Одну форму я решил заполнить полностью, чтобы сделать полноценный кекс, просто на всякий случай. И спойлер, он не понадобился, я его просто съел. И ставим в духовку на 10-15 минут на 180 градусов. Испеченные корзиночки вытаскиваем из формы и оставляем остывать на решетке. А пока делаем начинку. Варим и охлаждаем пару яиц. Я долго думал, что можно использовать для начинки, чтобы это было абсолютно безопасно. И решил использовать яичный белок. Яйца режем пополам и желток откладываем в отдельную миску. Он понадобится нам чуть позже. 2 яиц будет вполне достаточно. И шинкуем белок, только не в кашу, а в мелкую крошку, чтобы было похоже на творог. Можно было, конечно, использовать и творог, но вредность молочных продуктов для кошек до сих пор открытая тема, поэтому я предпочитаю не рисковать и не даю Матюше молочные продукты. Берем самую красивую корзиночку и заполняем ее начинкой. И сверху украшаем листочком свежего базилика. И готово! Получилось очень красиво. Тортик из печености у нас готов. Я ставлю на то, что он Матюше понравится больше всего, потому что Матюша больше любит выпечку. Приступаем к третьему тортику. Курочка? А вот это уже интереснее, правда?
Да, третий тортик я сделаю из первосортного филе курочки. Бусинка просто обожает вареную курицу и постоянно выпрашивает кусочек. Посмотрим, как к этому отнесется Мэтти. Филе режем на средние кусочки и убираем все лишнее. И в этом рецепте мы тоже не обошлись без овощей и используем кабачок. Отрезаем от него все лишнее и очищаем от кожуры. Для того, чтобы он быстрее сварился, режем его на тонкие кусочки. Берем яромира, ставим на средний огонь кастрюльку и наполняем кипятком. Закидываем в воду кабачки и курицу. И опять мясо будет готово раньше овощей. Нужно было нарезать их чуть тоньше. Как все сварилось, вытаскиваем на тарелку и охлаждаем. И снова оставляем немного бульона. Бусинка? Бусинка, курочку будешь? Бусь, курочка. Держи. Бусь. Маленькая коржа-охотница. Кушай. На еще. Наелась? Кабачки? Кабачков захотелось? Шинкуем вареную курочку очень мелко, иначе будет очень сложно сформировать из нее тортик. Поэтому тут нужно прям постараться. Можно вообще, конечно, использовать блендер, но мне, как всегда, его лень мыть. Перекладываем в миску и нарезаем кабачки. Нам нужно будет всего пара кусочков. Режем тоже очень мелко и отправляем в курочки. В бульон, который мы оставили, высыпаем крахмал и смешиваем. Выливаем все это в ту же миску. И все очень тщательно перемешиваем. Достаем из холодильника поднос с рыбным тортиком и устанавливаем на него вторую формочку. Начинаем заполнять ее курочкой с кабачком. Здесь хорошо утрамбовать еще более важно, так как кусочки курицы крупнее кусочков рыбы и тортику легче просто поломаться. Заполняем форму где-то на 2/3 и трамбуем. И тут мы, конечно, вспоминаем про оставшиеся желтки. Выкладываем их на доску и мелко нарезаем. Опять же, не в кашу, а на небольшие комочки, чтобы это выглядело красиво. И засыпаем ими верхний слой тортика. Но тут уже не трамбуем, а слегка приминаем, чтобы все улеглось. Вы думали, это все? Конечно нет, нужно же все украсить. В кипящую воду кидаем креветок и варим секунд 30. Как сварилось, вылавливаем и охлаждаем. Папа и мама креветка образуют сердечко. Поздравляем Матюшу с днем рождения. А вот их малыш, Тимми. Очищаем несколько креветок от панциря и приступаем к украшению. И почти все готово, украшаем наши тортики. Очень осторожно снимаем форму нашего лососевого торта, чтобы не поломались стенки. Красота. Украшаем его веточкой свежего орегано и креветками. Еще более аккуратно снимаем форму мясного тортика и украшаем веточками тимьяна, который Матюша очень любит. И ставим уже украшенный тортик из выпечки. Готово! Это было нелегко, но у нас получилось. 3 тортика для Матюши. Первый тортик из лосося с морковкой, украшенный креветками и орегано. Второй тортик — это овсяно-банановая печенька, наполненная белком от яичка и украшенная базиликом. Третий тортик — это курочка с кабачком, украшенная желтками и тимьяном. На что ставите вы? Что будет есть Матюша? По дороговизне сразу скажу, это очевидно самый дорогой. Потом курочка. И потом хлопушки. Посмотрите, какая прелесть. Надеюсь, Матюше это тоже очень понравится. Свечки мы сразу не будем ставить, чтобы Матюша сначала выбрал, а потом мы поставим свечечку и задуем. Матюша именинник кот. Укладываемся, Матюнечка. Спал весь день. Провел день рождения именно так, как захотелось. Мэть, смотри, что у нас есть. Смотри, что у нас есть, а? В общем, Матюша сейчас будет выбирать тортик, который ему понравится больше всего. Что выбираешь? Напряженный момент. Матюша так старался. Я здесь уже несколько часов это готовил, пока ты спал. Выбирай, Матюша. Ну? Курочка или выпечка? Кажется, рыбу ты не... О, или рыба. Ну, Матюш, какая интрига. Вы это видите? Это дорогущая красная рыба. Это мясо курицы. А Матюша кушает овсяные хлопья, потому что это выпечка. Мэти, свечка. В тортик, который тебе очень понравился. По крайней мере, больше, чем другие. Я за Матюшу загадаю желание. Душицу сдули. Поздравляю с днем рождения, Матюша!
Ты не представляешь, сколько людей тебя поздравило с днем рождения. Резюмируем. Матюша выбрал самый простой бюджетный вариант. При том, что здесь было много мяса и рыбы. Я бы, Матвей, на твоем месте согласился бы совсем на другое. Да, и в конце посмотрим Матюшины детские видео. Поэтому спасибо, что смотрели. Пока. И смотрим. Креветочку. Понятно. Спасибо, что досмотрели до конца.